Как распознать, кому можно доверять, а кого следует остерегаться? Порой люди выглядят добрыми и искренними, но впоследствии предают. Можно ли заранее определить, кто по-настоящему честен, а кто лишь притворяется? Мудрая притча о доверии. В одной деревне жил один крестьянин. Он был трудолюбивым, честным человеком и всегда готов был помочь ближнему. Его хозяйство было небольшим, но ухоженным, а доброе сердце снискало уважение среди жителей деревни. По соседству с ним жил другой человек. Он был обходительным, вежливым, говорил красивые слова и всегда находил, за что похвалить людей. Если кто-то рассказывал о своих планах, он поддерживал их, восхищался умом и предусмотрительностью. «Ты лучший человек, которого я знаю», — говорил он крестьянину. «Если бы все были такими, как ты, мир стал бы добрее и справедливее». Крестьянин радовался такому признанию и считал соседа своим хорошим другом. Они часто беседовали, обсуждали дела, делились мыслями. Тот никогда не спорил, не критиковал и всегда поддерживал любые решения. Но пришел неурожайный год. Поля пересохли, зерно не взошло, и хозяин земли оказался в трудном положении. Тогда сосед пришел к нему с грустным лицом. «Дорогой друг, я знаю, что тебе сейчас тяжело, но мне еще хуже. Дай мне немного зерна, ведь мы столько лет дружим». Разве друзья не должны помогать друг другу? Крестьянин вспомнил все добрые слова, что слышал, и решил помочь, несмотря на собственные трудности. «Возьми, друг мой», — сказал он, — «отдаю часть последнего, пусть это поможет тебе продержаться». Прошло несколько месяцев. Зима оказалась суровой, и запасы еды у крестьянина закончились. Вспомнив о помощи, которую оказал соседу, он решил попросить у него немного зерна, рассчитывая на взаимность. «Брат мой, ты же знаешь, что я всегда помогал тебе», — сказал он. «Теперь мне нужна помощь. Дай мне немного зерна, ведь я поделился с тобой в трудную минуту». Но тот лишь развел руками и с сожалением ответил: «Прости, друг, но я сам в трудном положении, мне едва хватает на себя». Крестьянин ушел с тяжестью на сердце. Однако вскоре он узнал, что сосед вовсе не испытывает недостатка, а наоборот продал то зерно, которое получил на рынке, выручив за него хорошую цену. В ту ночь крестьянин долго не мог уснуть. В его душе боролись гнев и разочарование. Он вспомнил, сколько раз слышал красивые слова, как сосед восхищался его добротой, всегда соглашался и никогда не спорил. Теперь стало ясно, это был не друг, а человек, который использовал доброту, когда ему было выгодно. На следующее утро крестьянин отправился к старейшине деревни, мудрому и уважаемому человеку, и рассказал ему свою историю. Старец долго слушал, кивая головой, а затем сказал: «Никогда не доверяй тому, кто всегда говорит тебе только то, что ты хочешь услышать. Лесть — это капкан, в который попадаются доверчивые. Настоящий друг скажет тебе правду, даже если она неприятна, а тот, кто льстит, заботится не о тебе, а о своей выгоде». «Но как же отличить искреннего человека от притворщика?» — спросил крестьянин. «Очень просто», — ответил старец. «Искренний друг не всегда будет с тобой соглашаться. Он может сказать: «Ты ошибаешься, это плохая идея», или «Ты делаешь неправильный выбор». Он не боится потерять твое расположение, потому что ценит правду, а тот, кто всегда соглашается, кто говорит только приятные вещи, обычно делает это ради собственной выгоды». Крестьянин поблагодарил старца и ушел, задумавшись. Теперь он знал. Доверие нужно заслуживать не словами, а поступками, и в следующий раз он уже не позволил сладким речам обмануть себя.